С вами доктор Демченко, и мы продолжаем говорить о иррадиирующих болях, то есть когда болит в одном месте, а причина в другом. И в первых двух видео вы можете посмотреть, как шея может давать боль в грудном отделе позвоночника, грудной может давать в пояснице и ягодицах, а сегодня поговорим про то, как поясничный отдел позвоночника может давать радиацию в нижней конечности, области тазобедренного сустава, таза или даже пятку. Поехали! Иррадиация боли, то есть когда у вас есть проблема в одном месте, а болит в другом, может идти по различным механизмам. Один из механизмов – это распространение боли от суставов позвоночника в нижние конечности и область таза. Вы можете посмотреть, как это происходит примерно на схеме. Второй механизм радиации – это придавливание нервного корешка грыжей и отдача боли по ходу нерва. И поскольку нервы из поясницы до самой пяточки, я довольно часто вижу пациентов, у которых как бы пяточная шпора, плантарный фасциит, но на самом деле это раздражение пяточного нерва, которое идет из поясничного отдела позвоночника. Для того, чтобы самому легко протестировать это и уменьшить боль, можно сделать довольно простую пробу. Первое, вам нужно найти ваше болевое движение. То есть, если это наступание на пятку, попробуйте просто походить по жесткому и посмотреть, насколько больно наступать на пятку. Если у вас есть боль в ягодице или тазобедренном суставе, попробуйте присесть или завязать шнурки, но сделать то движение, которое вызывает у вас дискомфорт, и запомнить его уровень. После этого будет необходимо сделать несколько тестовых упражнений, которые при улучшении симптомов будут и лечебными упражнениями для вашей проблемы. Для того, чтобы протестировать, связана ли ваша боль с поясницей, мы начнем с прогибов в поясничном отделе. У меня очень много комментариев, которые спрашивают, можно ли гнуться в пояснице с грыжей диска, опасно ли прогибаться назад и какие могут быть осложнения. Дело в том, что в принципе поясница должна безболезненно и в полном объеме гнуться во всех направлениях и не ухудшать ваше состояние. Если вы будете делать упражнения без напряжения, 10-15 движений для тестирования ощущений в нижних конечностях, то сильно навредить вы себе никак не сможете. Если вы будете делать повторяющиеся движения и ваша боль будет уменьшаться, разогреваться и уходить, то эти прогибы будут лечебным упражнением. Если же вы почувствуете усиление боли, дискомфортное ощущение в ноге или в спине, ничего страшного. Даже если с этим ничего не делать, то через 15-20 минут эти ощущения пройдут. Если вы хотите уменьшить эти ощущения сразу, то можете просто перевернуться на спину и немного прижать колени к груди. Буквально 30 секунд в такой позиции вернут все ваши ощущения на место. Поэтому ничего не боимся и мягко, спокойно делаем тестовые движения. Лягте на живот, поставьте руки, как будто вы хотите отжаться. Очень важно расслабить спину, ноги и ягодицы, подниматься только руками. На выдохе начинайте плавно подниматься вверх. Если вы чувствуете упор или боль во время движения, это нормально. Главное, как реагирует боль именно на повторяющиеся движения. Довольно важно не зависать долго в верхней позиции, а заходить в тугоподвижность или боль, растягивать ее немножко и уводить обратно. Заходить. Вот здесь у меня появляется тугоподвижность, я прогибаю немножко и захожу обратно. После 10 таких движений нужно встать и снова попробовать свое боевое действие. Наступить на пятку, присесть, подпрыгнуть. В общем, сделать то, что вызывает вашу боль вне позвоночника, а где-то в области нижних конечностей. Если боль уменьшилась, то делайте это упражнение 3-5 раз в день по 10-15 повторов, пока боль либо сильно не уменьшится, либо не пройдет. Если же боль не реагирует на прогибы, можно попробовать другое направление движения – скручивание. И как в предыдущих случаях, мы будем скручиваться на сторону болевых симптомов. То есть, если у вас болит правая нога, то скручивание будем использовать вправо. Лягте на спину, подтяните к себе ноги и скрутитесь на сторону боли. То есть, в этом случае у меня боль справа. После этого немного поддавливаете рукой на руки. Свободной рукой можете зацепиться за какой-то объект для того, чтобы плечо лучше прижалось к полу. Здесь важно расслабиться, дышать животом и каждый раз пытаться немножечко более глубоко уйти в скрутку. Не нужно пытаться что-то хрустнуть или сделать резкое движение. Через 2 минуты свободной рукой
Поднимите ноги на середину, не пытайтесь их вытащить мышцами корпуса. И сделайте легкое компенсирующее движение в другую сторону. После этого плавно поднимитесь и перетестируйте ваше болевое движение. В 80% случаев боль будет уменьшаться при повороте ног на сторону боли. Если боль увеличилась, то необходимо провести скручивание в противоположную сторону. Если боль не отреагировала, вы также можете попробовать сделать скручивание в противоположную сторону. Если один из вариантов скрутки вам помог, то используйте скручивание именно в ту сторону, которая помогает. Также примерно в течение недели по 3-5 повторов в день в течение 2 минут. 2 этих простых упражнения могут помочь вам справиться с радиирующей болью в нижних конечностях, которая исходит от позвоночника в пояснице. Другие механизмы радиирующих болей мы обязательно разберем в следующих видео, если вам это будет интересно. Увидимся!